Более века в одном из самых отдаленных уголков планеты, на острове Амстердам в южной части Индийского океана, существовала уникальная популяция одичавших коров. Этот клочок суши, принадлежащий Франции и расположенный примерно в 4440 километрах к юго-востоку от Мадагаскара, представляет собой суровую вулканическую скалу, где, казалось бы, выживание крупных млекопитающих попросту невозможно. Однако история этих животных перевернула представление ученых о скорости эволюции и границах биологической адаптации. Остров Амстердам по размеру сопоставим с европейским островом Нуармутье, но на этом сходство заканчивается. Это место буквально пытается уничтожить любого пришельца. Здесь никогда не стихает ветер, и это неприятный морской бриз, а устойчивые потоки, которые бьют сбоку с такой силой, что в неудачном месте невозможно устоять на ногах. Зимние шторма следуют один за другим, выливая тонны воды, которые превращают почву в вязкую грязь. Но уже на следующий день земля становится сухой, так как пористый вулканический грунт дренирует влагу быстрее, чем успевает ее впитать. Самая большая проблема для крупных травоядных здесь — полное отсутствие постоянных источников пресной воды. На острове нет рек, озер или прудов. Растительность представлена специфическими субантарктическими видами, приспособленными к соли и ветру, а вовсе не сочными пастбищными травами, к которым привык домашний скот на протяжении тысячелетий. Записи свидетельствуют, что небольшая группа скота оказалась здесь в конце XIX века, ориентировочно в 1870-х годах. Точная история их появления окутана туманом. По одной версии, это были остатки неудачной попытки колонизации. Люди завезли животных, но не смогли прижиться сами. Бросили ССА и спешно покинули остров. По другой, моряки, проходивших мимо судов, оставили животных намеренно, чтобы создать живой склад продовольствия на случай будущих визитов или кораблекрушений. Как бы то ни было, горстка домашних коров оказалась в полной изоляции. У них не было ни укрытий, ни привычной еды, ни капли пресной воды. Согласно классическим учебникам биологии, они должны были погибнуть в течение первой же недели. Но через 130 лет исследователи обнаружили нечто невероятное. Стадо численностью почти в 2000 голов, которое не просто выживало, а полноценно процветало и доминировало на острове. Домашний скот — это результат долгой селекции, в ходе которой люди планомерно вытравливали из животных навыки выживания. Коровы привыкли ждать еды и воды от человека. Им нужна помощь ветеринаров при тяжелых отелах и защита от хищников. Но коровы острова Амстердам пошли своим путем и полностью перестроились. Поскольку пить было нечего, коровы научились извлекать жизненно важную влагу напрямую из жесткой местной растительности. Их метаболизм радикально изменился. Почки стали работать намного эффективнее, удерживая каждую каплю жидкости в организме. Через несколько поколений их потребность в классическом водопое практически исчезла. Они стали получать все необходимое из скудных островных трав. Местная флора изначально была совершенно непригодна для нежных желудков домашних коров, но естественный отбор сделал свое дело. Выжили лишь те особи, чей пищеварительный тракт смог переработать грубые субантарктические растения без вреда для здоровья. Эти признаки быстро закрепились в потомстве.
Физически животные тоже преобразились. Они стали более приземистыми, компактными и мускулистыми, что помогало им эффективно противостоять постоянным ветрам. Их шерсть стала заметно гуще, защищая от ледяных дождей. Поведение также претерпело метаморфозу. Они стали агрессивными, чрезвычайно осторожными и пугливыми. Миролюбивые домашние животные превратились в настоящих диких зверей всего за столетие с небольшим. В 1949 году Франция основала на острове научно-исследовательскую станцию, и ученые были поражены увиденным феноменом. Однако технологии того времени не позволяли заглянуть в генетическую суть этого чуда. Лишь в 1990-х годах началось серьезное молекулярное исследование. Команда ученых из различных институтов, включая специалистов из Франции и Бельгии, собрала образцы тканей, чтобы выяснить происхождение стада и механизмы его адаптации. Генетический анализ показал нечто шокирующее. Вся огромная популяция произошла всего от 5 животных, или даже меньше. В генетике это критическое состояние называется эффектом бутылочного горлышка. Обычно такая ситуация неизбежно ведет к быстрому вырождению. Близкородственное скрещивание накапливает вредные мутации, падает фертильность, развиваются уродства, и вид исчезает в так называемой воронке вымирания. Коровы острова Амстердам проигнорировали это незыблемое правило. Вместо деградации они продемонстрировали взрывной рост и феноменальное здоровье. Исследователи обнаружили следы стремительного естественного отбора в генах, отвечающих за обмен веществ и реакцию на стресс. Изменения, на которые в дикой природе обычно уходят многие тысячи лет, произошли здесь за ничтожный срок, примерно за 5-6 человеческих поколений. Однако пока генетики праздновали научное открытие, экологи и защитники природы забили тревогу. К концу XX века стало ясно, что 2000 коров планомерно и безвозвратно уничтожают уникальную и хрупкую экосистему острова. Амстердам является местом произрастания уникальных растений, которые не встречаются больше нигде на планете, и коровы поедали их до полного исчезновения. Кроме того, остров критически важен как место гнездования редких морских птиц, включая эндемичного амстердамского альбатроса. Тяжелые животные вытаптывали колонии, давили яйца и разрушали растительный покров, который служил птицам естественной защитой от непогоды. Еще страшнее была эрозия почвы. Без корней растений, которые удерживали грунт, остров начал буквально смываться в океан штормами. В 2006 году остров был официально признан частью национального заповедника и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, что наложило на французские власти строгие обязательства по сохранению первозданного биоразнообразия. Научное сообщество раскололось на 2 непримиримых лагеря. Экологи настаивали, что коровы — это инвазивный, чужеродный вид, завезенный человеком, и их присутствие аморально по отношению к видам, жившим здесь миллионы лет. Генетики же утверждали, что это стадо — бесценная живая лаборатория, показывающая, как домашние виды будут реагировать на глобальные изменения климата и исчезновение человека. Предлагались разные варианты — сократить стадо, перевести часть коров в зоопарки или на материк. Но логистика перевозки по-настоящему диких и сильных животных с крошечного острова
посреди бушующего океана, оказалась технически невыполнимой и баснословно дорогой. В 2010 году правительство Франции приняло окончательное и жесткое решение. В битве между уникальными коровами и уникальной экосистемой должны победить последние. Была организована масштабная операция по полной ликвидации стада. Процесс занял долгие месяцы. Охотникам пришлось буквально выслеживать каждое животное по всему сложному рельефу острова. Коровы проявили невероятную волю к жизни, уходя в самые труднодоступные скалы, но к концу года все 2000 особей были уничтожены. Остров начал восстанавливаться почти мгновенно. Растения пошли в рост, колонии птиц расширились, эрозия замедлилась. Но вместе с коровами исчезло нечто уникальное и незаменимое. Хотя ученые сохранили образцы ДНК, живая нить этого удивительного эволюционного эксперимента была прервана навсегда. Мы уничтожили доказательства того, что природа способна на чудеса адаптации в кратчайшие сроки. И этот урок острова Амстердам навсегда останется напоминанием о сложности выбора между сохранением прошлого и защитой нового, возникшего на наших глазах. Эта история оставляет после себя множество открытых вопросов о том, как мы классифицируем жизнь на свою и чужую. Стали ли эти коровы за 130 лет частью острова? Или они навсегда остались лишь ошибкой колонистов, которую пришлось исправить пулями? Генетические данные, полученные от тех немногих исследованных животных, до сих пор используются в науке для изучения устойчивости видов. Но живое стадо, которое смогло победить жажду и голод на затерянной скале, уже никогда не вернется. Это был уникальный случай в истории биологии, когда домашний вид полностью перепрошил себя, чтобы выжить без хозяина. И этот эксперимент закончился не по вине природы, а по воле человека, который когда-то его и начал. Сегодня на острове Амстердам снова царит тишина, прерываемая лишь криками альбатросов и шумом вечного ветра. Но память о коровах, которые смогли обмануть время и генетику, все еще жива в научных трудах как пример невероятной силы жизни.